Испанский убийца, который жестоко расправлялся с пожилыми женщинами, мог выйти на свободу после всего 20 лет тюрьмы. Разве такое наказание справедливо для человека, заставлявшего своих жертв глотать зубные протезы? Но судьба таких зверей не всегда решается законом. В этом видео я расскажу, как суровая правда жизни в тюрьме настигает тех, кто избегает заслуженного наказания. Как именно расправляются с серийными убийцами за решеткой. Меня зовут Нокс, и вы на канале Криминал. Смотрите дальше, чтобы узнать, как жестокие преступники получают то, что заслуживают, даже если закон бывает слишком мягким. 20-летний матрос. Николай Радкевич вошел в историю как первый российский серийный убийца, сравнимый по жестокости с лондонским Джеком-потрошителем. В начале 20 века Радкевич заставил жителей Петербурга оглядываться и вечерами сидеть дома, вселил в них ужас и панику. В июле 1909 года в Неве нашли девушку, которую жестоко убили. На ее теле насчитали более 10 ножевых ранений. Документы указывали, что девушка была проституткой, что стало первым звеном в цепочке будущих преступлений. Вскоре была найдена еще 2 женщины, убитые также жестоко. Их тела обнаружили в дешевых гостиницах. И все указывало на то, что жертвы также занимались проституцией. На последней жертве следователи насчитали уже 30 ножевых ранений. Это говорило о том, что убийца становится еще более жестоким. Перед полицией стояла задача как можно быстрее найти преступника и уберечь от нападения других женщин. Пресса окрестила маньяка петербургским Джеком-потрошителем. Он выбирал жертв среди тех, кто продавал свое тело. Но, в отличие от своего лондонского коллеги, никогда не расчленял их. Полиция начала активные поиски, сверяя списки постояльцев гостиниц и судов, заходивших в порт. Им удалось выйти на след Радкевича, который несколько раз останавливался в одной из ночлежек. Радкевич умело запутывал следствие, изображая психически больного и утверждая, что убивал женщин для очищения мира. За ним числилось жестокое убийство 3 человек. Суд над ним длился 3 года. Но в итоге он был приговорен к 8 годам каторги. Все из-за того, что полиция смогла собрать достаточно улик, чтобы доказать его причастность только к последнему убийству. Выйти на свободу ему не удалось. Убийца, которому дали прозвище «Петербургский Джек-потрошитель», умер на каторге в 1916 году. По одной из версий, его убили в драке с уголовниками. Была ли смерть Радкевича заслуженным наказанием? Он называл себя ангелом смерти. Этот тихий убийца прятался среди тех, к кому приходят за помощью. Он убил 87 человек. Но кара настигла его только через 30 лет, после того, как его поймали. Дональд Харви родился 15 апреля 1952 года. Его детство было омрачено сексуальным домогательством со стороны его дяди. А в 18 лет его совратил против воли сосед по комнате. На его плечах был тяжело больной дедушка. Он каждый день приходил в больницу проведать дедушку и вскоре получил там работу. Через 2 месяца после начала работы Дональд впервые убил пациента. Он просто задушил его подушку. В больнице Мэри Маунт Дональд Харви убил 15 человек, а после увольнения продолжил свою карьеру ангела мести в других медицинских учреждениях. Убийца оставался вне подозрений целых 17 лет. Все это время никто не обращал внимания на тихого, скромного медбрата. К тому же методы убийств Дональда были разнообразны. Удушение, отключение от систем жизнеобеспечения, инъекции воздуха в вены. Но чаще всего он использовал цианистый калий. Но его же любимый способ убийства помог поймать тихого убийцу. В апреле 1987 года загадочным образом скончался один из его пациентов Джон Пауэлл. Патологоанатом заметил запах миндаля при вскрытии, который указывал на присутствие цианистого калия. Началось расследование. Полиция обнаружила у Харви стеклянные банки с цианидом и мышьяком, книги по оккультизму и детальный дневник убийств. Харви утверждал, что, убивая, он приносил облегчение своим жертвам, избавляя их от страданий. Поэтому он и называл себя ангелом смерти. Некий смысл в этом утверждении имеется. Потому что Харви большинство своих убийств совершил в больницах, а жертвами становились тяжело больные люди. Когда его поймали, ему присудили несколько пожизненных сроков. Подать ходатайство об условно-досрочном освобождении он мог бы только в 2047 году в возрасте 95 лет. Но умер Дональд Харви в 64 года. В марте 2017 года его убил сокамерник, с которым они вместе отбывали срок в тюрьме Толедо. Но могла ли жизнь Дональда сложиться иначе, если бы ему помогли в детстве? Что думаете?
Дальше еще страшнее, потому что о том, что каждое утро просыпаешься в постели с городским маньяком, не подозревала даже его жена. В 1967 году в небольшом городке начал действовать серийный убийца, наводящий страх на всех жителей. Кто бы мог подумать, что за этим кошмаром стоит примерный семьянин, отец 3 детей. Однако за внешним спокойствием скрывался настоящий монстр, Получивший прозвище «Гафинский душитель». Лерой Мартин родился 25 апреля 1937 года в Гафне, США, Южная Каролина. Его жизнь шла своим чередом. Работа на фабрике, семья, 3 детей. В мае 1967 года Мартин начал совершать чудовищные преступления, начиная с убийства 2 молодых женщин. Эти преступления стали началом череды убийств и продолжились до февраля 1968 года. Жертвы пропадали одна за другой. Мартин, казалось, оставался неуловимым, продолжая свою кровавую охоту. Полиция была сбита с толку, а жители опасались каждого нового дня. На фоне этих событий был арестован невиновный человек, муж первой жертвы Энни Люсиль Дедмонд. После поимки настоящего злодея его освободили из-под стражи. 15 февраля 1068 года Лероя Мартина наконец арестовали. Он предстал перед судом за жестокое убийство 2 женщин и 2 девочек и был приговорен к 4 пожизненным срокам. Но из тюрьмы он никогда не выйдет. 31 мая 1072 года Мартин был смертельно ранен другим заключенным по имени Кеннет Рамси. Внезапное нападение оборвало его жизнь, когда ему было 35 лет. Свою тягу к убийствам Лерой оправдывал раздвоением личности. Одна сторона являлась хорошим парнем, вторая – плохим, и он не мог ей сопротивляться. Но разве можно оправдать жестокие преступления раздвоением личности? Как считаете? Испанская полиция думала, что пожилые женщины умирали одна за другой из-за старческого маразма, потому что внутри них находили зубные протезы. Но все оказалось совершенно иначе. В 1957 году в испанском городе Сантандере родился славный малыш, которому дали имя Хосе Антонио Родригес Вега. Семья мальчика имела мрачное наследие. Его дед убил бабушку, а отец и брат были алкоголиками. Он рос красивым, милым мальчуганом. Однако жестокость Веги начала проявляться с 18 лет, когда он сбросил своего больного отца с лестницы. Мать выгнала его из дома, и Хосе начал мстить ей. С мая 1987 года по май 1988 года Вега убил по меньшей мере 19 женщин в возрасте от 61 до 93 лет. Он проникал в дома одиноких старушек, избивал, совершал с ними половой акт. И вы не поверите. Но он заставлял их глотать зубные протезы, после чего они умирали. На память он забирал из домов жертв сувениры, которые хранил в отдельной комнате. В мае 1988 года Хосе Вега был арестован и признался в своих преступлениях. Его судили и приговорили к 440 годам тюрьмы. Но по судейской системе Испании это означало, что он мог выйти на свободу уже через 20 лет. Однако сокамерники не дали ему этого сделать. В 2002 году он был заколот в тюремной камере. «Уходите, это наше дело, мы сами с ним разберемся», — сказали они охранникам, которые попытались вмешаться. Вега скончался от 113 ножевых ранений. Справедливо или лучшее наказание для Хосе Вега было пожизненное заключение? Что скажете? Он хотел стать новым Пресли, но закончил свою жизнь в агонии и одиночестве. Чарльз Шмидт рос в приемной семье. В 1942 году его усыновила бездетная пара Чарльз и Кэтрин Шмидт. Родная мать отказалась от Чарльза сразу при рождении из-за травмы головы. Чарльз был невысокого роста, всего 160 сантиметров, и этот факт был для него болезненным. Чтобы стать хоть немного повыше, Чарльз подкладывал в ботинки сложенную газету. А чтобы больше нравиться девушкам, на щеку приклеивал небольшую родинку. Из-за маленького роста у парня возник комплекс неполноценности. Он избегал своих ровесников, предпочитал общаться с подростками, в их компании вел себя очень уверенно и был лидером. Убивать Чарльз начал в 1964 году в возрасте 24 лет. За 2 года его жертвами стали 4 юных девушки 15-17 лет. Он истязал жертв, душил их струной от гитары, а мертвое тело прикапывал в песке. В 1966 году его арестовали и приговорили к казни. Судьба подарила ему еще несколько лет жизни, когда штат Аризона заменил смертную казнь на 50 лет тюрьмы. Однако Шмидт не собирался просто сидеть и ждать конца.
В 1972 году Он совершил дерзкий побег, захватив в заложники целую семью. Но спустя несколько дней он снова оказался за решеткой. В марте 1975 года Шмидт стал жертвой 2 заключенных. Узнав о его похождениях на свободе, они решили ускорить правосудие и нанесли Шмидту 75 ударов заточкой. 10 дней спустя он умер в тюремной больнице. Мать отказалась забирать тело сына, боясь, что могилу будут осквернять. Справедливая смерть. Как считаете? Бостон, начало 60-х годов прошло века. В городе начинают происходить странные и ужасные убийства. 13 женщин находят мертвыми в своих домах. У каждой из них были найдены следы сексуального домогательства, и все они были задушены. Пресса быстро дает имя этому неизвестному монстру – бостонский душитель. Паника охватывает город, ведь никто не знает, кто может стать следующей жертвой. В 1967 году полиция арестовывает Альберто Ди Сальво за серию сексуальных надругательств. Во время допросов он неожиданно признается в том, что он и есть тот самый бостонский душитель. Однако его признания вызывают много вопросов. Ди Сальво путается в деталях и ошибается в описаниях мест преступлений. Все-таки Альберто Ди Сальво приговаривают к пожизненному лишению свободы. Дальше еще интересней. Оказавшись в тюрьме Ди Сальво, начинает вести себя странно. Он утверждает, что слышит голоса и видит свою жену в одной камере с ним. Но голоса не мешают Ди Сальво торговать наркотиками по заниженной цене, из-за чего возникают конфликты с другими заключенными. 25 ноября 1973 года конфликт достигает своей кульминации. Ди Сальво находят мертвым в своей камере с множественными ножевыми ранениями. Так и не ясно, был ли Ди Сальво настоящим бостонским душителем, или же это был кто-то другой. Есть мнение, что преступник совершал свои злодеяния не один. Споры о его виновности продолжаются и по сей день. Но факт остается фактом. Виновник в смерти 13 женщин признался в преступлениях и был наказан. Как вы думаете, Альберто Ди Сальво был настоящим бостонским душителем и получил по заслугам? Деяния серийного убийцы Джеффри Даммера до сих пор холодят кровь. Про него даже снят сериал «Американская история» с Эваном Питерсом в роли Даммера. Я смотрел на людей как на объекты. Так рассказывал о своих жертвах монстр из Милуоки Джеффри Даммер. Он убил 17 мужчин. Выбирал тех, кого хватится не сразу. В основном это были бродяги, автостопщики и мелкие преступники. Джеффри Лайонел Даммер родился в мае 1960 года в Милуоки. Отец его был глубоко погружен в химию. Мать была весьма впечатлительной женщиной и, по слухам, во время беременности принимала транквилизаторы. Мальчик рос без особого внимания от родителей. Никто вовремя не заметил его странных особенностей поведения. Вместо того, чтобы играть на улице с ровесниками, он хранил в формальдегиде или препарировал трупы животных. В подростковые годы родители Даммера развелись, а его отправили жить с бабушкой. В подвале дома бабушки он и расчленил свою первую жертву. Когда бабушка выгнала, он снял квартиру, где продолжил свои убийства. Даммер совершил 17 убийств до 1991 года. Методы его убийств были ужасны. Он делал отверстия в черепах спящих жертв, заливал туда кислоту, снимал кожу с лиц для создания масок. Все преступления, кроме одного, были совершены в Милуоки. Отсюда и прозвище «Милуокский каннибал». 22 июля 1991 года Даммера арестовали. Суд приговорил его к 15 пожизненным заключениям. В своем последнем слове Даммер сказал, что глубоко раскаивается и просит о смерти. В итоге так и случилось. 28 ноября 1994 года Даммер был забит до смерти заключенным Кристофером Скарвером, отбывавшим срок за ограбление и убийство. На теле Джеффри Даммера не нашли признаков сопротивления. Ужасающая история, не правда ли? Маньяки — это те, кто сеял зло и жестокость в обществе. От их рук пострадало множество невинных людей, и за свои преступления они получили пожизненные сроки. Им предстояло провести долгие годы в заключении, осмысливая содеянное. Но их жизни прервались руками тех, кто разделял с ними тюремные стены. Было ли это заслуженным возмездием или еще одним актом несправедливости? И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать видео, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. С вами был Нокс, ставьте лайк этому видео и до встречи.